Профессия арт-менеджера появилась совсем недавно, однако уже приобрела популярность. Почему? Дело все в том, что она находится на стыке двух направлений – искусства и управления. А чем конкретно занимаются специалисты этой сферы и какую позицию занимают на рынке труда, расскажет нам сегодня Пьер Кристианович Браше, эксперт в сфере арт-менеджмента. Что представляет из себя выбранная профессия? Наш профиль кураторства и арт-менеджмент – это новый профиль, который был создан после того, что мы поняли, что в сфере искусства и в сфере музеев и так далее есть достаточно большая проблема. Проблема в том, что сегодня большинство музеев в мире и в России в том числе руководят специалисты по истории искусства, искусствоведы. А 21 век требует уже и менеджмент, потому что любой директор музея общается с спонсорами, общается с администрациями и так далее. Таким образом, поскольку в каждом городе России есть музеи, века, усадьбы, парки, разные культурные институции, мы готовим специалистов, профессионалов, которые сумеют и придумать новые проекты, и руководить любые арт-институции или культурные институции, которые есть в любом регионе. Причем специфика нашего профиля в том, что это касается и чиновников, которые могут работать в разных департаментах культуры и в городе или на уровне области, но и в музеях, естественно, краеведческих или картинных галерей, но и в том числе в частном бизнесе, управлять коллекцией, создать аукционные дома, создать частные галереи. Причем не только современное искусство, но галереи и антиквариат и так далее. Поэтому очень такой широкий профиль, где комбинировано два главных направления. Это менеджмент и знания в области культуры в самом широком смысле. Расскажите, а какие компетенции получит студент-бакалавриат? Компетенции именно те, которые ему позволяют выйти на рынки и сразу быть уверен в собой, что он, раз, может придумать проект, два, может найти людей, которые будут этим заниматься и с ним работать. 3. Найти, как финансировать этот проект. 4. Как вообще конкретно сделать этот проект. 5. Пиарить этот проект. И 6. Отчитывать на результат этого проекта. А результат проекта сегодня – это сколько людей видели эту выставку или этот проект, и сколько денег он привез. Причем здесь тонкий момент, поскольку мы понимаем, что любые культурные институции, они функционируют, если частные с прибылью, а если государственные, мы понимаем, что здесь вопрос глобальный. Это значит, что если ты создаешь хорошую выставку, и ты понимаешь, что люди пришли на выставку, а после выставки они еще и у тебя в кафе, в музее, с детьми пили кофе, пирожные еще ели, и еще купили какие-то майки, каталог выставки и так далее. Весь этот процесс значит, что эта культурная институция, она позволяет и шеф-повар жить, и человек, который будет печатать книги, и который будет придумывать новые майки, новые игрушки. Этот весь комплекс, это и есть на самом деле культурная индустрия. Культурная индустрия это очень такой организм, который очень широкий, который, когда любой турист, который приезжает в город для того, чтобы увидеть выставку, он будет востребовать такси, гостиница, рестораны и так далее. Эта вся экономика, она как раз рождается благодаря тому, что есть хорошо придуманные проекты в области культуры. Это и есть наша главная задача в нашем профиле. Подскажите, какие дисциплины изучаются на программе? Как раз очень часто мы думаем, что директор музея или любой или чиновник должен быть чиновником, а директор музея должен быть краеведом или специалистом искусства. Наша функция – это сделать так, что любой студент, который выходит через 4 года, знал, что он может общаться с чиновником, искать деньги, и он будет знать и финансы,
и бухгалтерской функции, и пиар, и история искусства, потому что это очень важно. Если он будет только менеджер, да, ему будет сложно время от времени поговорить со своими коллегами, которые есть в этом музее, которые как раз искусствоведы. И вот этот очень умные люди, которые будут выходить через 4 года из нашего профиля, это люди, которые могут работать и, опять же, в государственных структурах, и в частных структурах, но вплоть до крупных компаний, где желание президента и директора или пиар-директор делать выставки не только для сотрудников, но и для образа, для имиджа компании. Это сейчас очень много компаний, банки в том числе, собирают искусство и современное, и несовременное. И вот это все, которое связано с пиаром, вот это все абсолютно эти, скажем так, инструменты для того, чтобы все это управлять, будут как раз в руках наших студентов. А какова востребованность на рынке труда? Куда идти после бакалавриата? Но в связи с тем, что сейчас мы понимаем, что время работы уменьшается, да, люди меньше работают. Когда есть свободное время, вопрос, чем занимается человек, у которого есть свободное время? Или он смотрит телевизор, который тоже требует много всего, и у нас есть разные профили тоже для этого, или он выходит. И если он выходит, он будет или в музее, или в кино, или в театр. И мы понимаем, что вот все вот эти культурные институции, они сейчас развиваются, потому что люди больше потребляют как раз культурные события, которые могут быть как спектакль, да. И вот как раз сегодня любая институция, связанная с искусством, что музей, опять же, что частные галереи, им придется организовать события. Поэтому это все будет возможности все направления, они будут возможны. И они сегодня есть уже не только в Москве, но и в регионах. Там Министерство культуры сейчас начинает большой проект по обновлению всех краеведческих музеев. И мы понимаем, что краеведческий музей или это пыльное такое место, куда ты не хочешь сходить, или это становится действительно музей края, где ты видишь, какая жизнь сегодня, как жизнь кипит, культурная жизнь кипит в этом регионе. Этого нет сегодня. Вот поэтому сейчас надо придумать очень много новых направлений, потому что мое поколение и ваше поколение – это все-таки потребности разные. И вы ожидаете что-то более типа прикольно, там, нам нужно что-то там смешного, там, что это было как типа выставка, как спектакль. Вот такого нет сегодня. И вот это все надо придумать. Мы будем как раз готовить студентов, которые будут это управлять и сделать эту страну там, ярче, интереснее и что не только в Москве, но и в глубине России. Вы знаете, поскольку я уже 10 лет веду передачу на канале «Культура», которая называется «Моя любовь Россия», и уже больше 250 программ сделали на канале «Культура», я понимаю одно, поскольку моя программа об этнографии, о разных культурах России, я очень много путешествую, очень много общаюсь с разными музеями, с разными людьми, с разными национальностями, естественно. И вот это все, вот этот багаж, действительно мне позволяет тоже дать разные ориентации, которые очень важны, потому что мы работаем очень конкретно. Мы сегодня работаем в сфере культуры, где я работаю уже 40 лет. Да? Я и издателем, у меня было и есть издательство, которое издает и книги по искусству, и путеводители по регионам России, и по странам мира. Я и телеведущий, я и коллекционер искусства. Но я собираю не только современное русское искусство, я собираю и иконы, и мебель, и разных стран там, предметы, которые... И очень много народного искусства в России. Просто поэтому у меня очень такой широкий спектр, и мы будем требовать от наших преподавателей тоже, что они не концентрировали, не фокусировали на один аспект, но как раз вот на абсолютно широкий аспект, потому что сегодня культура – это очень широкая такая отрасль. А какова связь НИУШ и профессии? На каких программах обучают арт-менеджменту? На самом деле, Вишка, как школа экономики, не имеет вот это направление, которое именно в области культуры. И вот сейчас вот этот
огромнейший опыт в высшей школе экономики в области менеджмента, да, в области ну, чисто такая, как управлять компанией. И факт, что уже 10 лет есть школа дизайна, где достаточно глубоко, очень глубоко просто преподаватели начинали изучать, как лучше преподавать искусство, преподавать, что такое культура, потому что она меняется, культура. Ваша культура вашего поколения – это не культура моего поколения, это тем более как француз. Поэтому мы понимаем, что все это очень сильно меняется, и вот именно Вишка, мне кажется, сегодня является самой институцией, которая может как раз продвигать вот этих новых специалистов, которые будут управлять страной в будущем. Спасибо большое, это было очень интересно. Спасибо. Мне кажется, что мы довольно глубоко изучили профессию от менеджера. Все, что тут можно сказать, поступайте в вышку.